Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня у нас речь пойдет об альтернативном кормлении перепелов, либо точнее сказать, чем мы можем побаловать наших питомцев, находясь на даче, где-то в деревне, где у нас есть еще различные растения и так далее. Прежде всего, речь идет, скажем, об одуванчике. Листья одуванчика перепела очень хорошо употребляют в пищу, очень быстро к ним приспосабливаются, получают кучу полезных веществ, кальций, фосфор, микроэлементы, магний и вообще много-много всего полезного. Поэтому, если есть одуванчик, обязательно крошите его своим перепелком. У каждого на столе остается хлеб. Вот остатки хлеба я высушиваю в сухари, потом пропускаю их через советскую старую мясорубку ручную. Ну, современные, может быть, мощные тоже как-то перемолят. Ну, вообще, в старой советской мясорубке, как говорится, может сломаться только ручка. Поэтому пропускаю через нее и тоже отправляем все это перепелкам. У каждого на участке, наверное, и либо рядом, произрастают вот такие вот злаковые травы. Не знаю, там пырей это, там еще что-то другое. Их очень много названий, поэтому не буду вдаваться в подробности. Но вот многие травы имеют вот довольно-таки такие крупные семена, которые вот так вот очень легко можно отделить. То есть вот поцарушить они очень так просто отсюда сваливаются. Да? Перепелочки очень хорошо их едят, и они не ядовитые. Мало того, они полностью перевариваются, то есть уже в помете их не будет, и помет можете спокойно использовать на своем участке. Они больше у вас не вырастут. Если вам лень это терушить руками, обрезаем колоски вот эти и тоже пропускаем через мясорубочку. И все. Одуванчик через мясорубку просто пускать не советую, потому что, ну, птица просто есть не хочет. Что касается опять, возвращаемся к одуванчикам, в них не есть, в принципе, перепелам не только листья, но и все. Если вы полите свой газон или участок, и у вас вот выдрали вот такие одуванчики, можно их вот так вот просто подвесить и высушить вместе с корнями. Корень потом тоже измельчается. Пропускаем это все в мясорубка, измельчитель, молим в кофемолке. И зиму у нас будет отличная витаминная добавка перепелкам. Поэтому это тоже все можно использовать в качестве кормов. Как основной корм они не заменят, но будут очень-очень полезная добавка. И яйцо ваше будет более полезно, чем просто перепелов, как говорится, выращивать на обычном комбикорме зерне. И если вы выращиваете перепелок, то, естественно, то когда-то наступает момент, или много самцов там, или они уже свое отработали, и приходится их кушать, конечно. Ну, многие выращивают именно перепелок даже на еду. И когда вы щипаете перепелок, у вас остается, естественно, перо. В пере очень много белка, протеина, роговых образований всяких и так далее. Что самое интересное, что сама же птица свои же перья прекрасно переваривает, и когда перепела себя чистят от всяких там клещей и прочесывают свои перья, часть пера они мелкого сразу же употребляют в пищу, которая не успела упасть. Ну вот если у вас перо есть, тут вариант такой, что очень такая трудная задача его измельчить. Если вам не лень вечером у телевизора посидеть с какими-нибудь ножницами там, или не знаю, как бы, ну, чем-то измельчить его мелко, можете смело его обратно давать в корм перепелов, и оно все вам перейдет в яйцо, перейдет в белок, в мясо, и, в общем-то, это вам сэкономит корма, а корма сейчас очень дешевые. Поэтому всегда пользуйтесь моментом подкормить своих любимцев вот такими вот различными добавками. Можно использовать мясные добавки различные. В качестве корма можно использовать, скажем, виноградную улитку или вот этих улиток, которые ползают у вас по участку и поедают ваши растения. Только я их отвариваю и пропускаю через мясорубку. То есть варить их буквально там, минут 5-10, больше не надо, как яйцо. Потом пропускаем через мясорубку и в виде фарша употребляем. Ну, как правило, это вот такой корм надо давать с утра, чтобы он за день они его съели, и он долго не находился в кормушку, потому что все мясные корма очень быстро начинают портиться. Ну, если он испортится, естественно, перепелкам будет очень нездорово, помет начнется быть жидким, и, в общем-то, появятся неприятные запахи. Поэтому как бы лучше, конечно, предпочитать растительные пищи, но о мясной какой-то там добавках, каких-то там жучках, червячках и так далее тоже не стоит забывать. Мы летом можем подкармливать наших перепелок практически всеми этими растениями. Ну, естественно, не ядовитыми. То есть такие растения, как зверобой,
какая-нибудь белена, ну, там, чистотел, естественно, под запретом. По поводу петрушки, ну, тут мнения расходятся. Скажем, говорят, что попугаям она смертельна. В Гугле, если задать вопрос, то он скажет про перепелов, чем можно кормить. Кормите петрушкой, чем нельзя кормить. Нельзя кормить петрушкой. Поэтому тут вопрос неоднозначен. Видимо, все дело в дозе. Поэтому лучше не экспериментировать. Ну вот не ядовитые травы, различные преи, сорняки, различные вот это американка трава, допустим. Ну, а их можно вполне всегда использовать для кормления. Не ленитесь, режьте их ножом. Вот в такую фракцию не надо сильно мелко. Они прекрасно употребляют все это в пищу и будут радовать вас хорошим вкусным яйцом. Кому понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы. По поводу кормовых добавок мел, ракушка, это доломитовая мука. Я думаю, сделаю отдельное видео, поговорим на эту тему, потому что очень много вопросов задают, что лучше давать, чтобы была хорошая скорлупа. Я думаю, сниму отдельное видео и расскажу вам, в чем секрет хорошей скорлупы. Ставим лайки, подписываемся, остаемся на канале. До новых встреч!